Когда мы говорим, что власть в Беларуси захвачена бандитами, мы не сгущаем краски. Напротив, мы говорим слишком мягко. Они совершают преступления против белорусского народа и человечества. Они делают это абсолютно осознанно, и в кругу себе подобных этого не стесняются. У вас есть возможность прямо сейчас заглянуть в этот узкий круг. В распоряжении Байпол оказалась запись выступления замминистра внутренних дел Николая Карпенкова перед личным составом МВД. Она сделана в октябре 2020 года, вскоре после того, как пост министра внутренних дел занял Иван Кубраков. Карпенков – это тот самый преступник в погонах, который дубинкой разбивал стеклянную дверь в минском кафе «Опти» на проспекте Победителей. Это его подчиненные, вырядившись гопниками, избивали обычных белорусов на улицах Минска. Под началом Карпенкова якобы борцы с оргпреступностью сами действовали как бандиты. Что же такого Карпенков рассказывает подчиненным? Он прямо разрешает им калечить и убивать протестующих, гарантируя полное прикрытие Лукашенко. Применяйте оружие прямо в лоб, прямо в лицо, после чего он уже никогда не вернется в то состояние, в котором находился. Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия, настаивает Карпенков. Он признает, что Александра Тарайковского застрелили силовики. Участников протестов называет лишними людьми и на полном серьезе обещает, что для них построит специальный лагерь для отселения, который обнесут колючей проволокой. После этого выступления ни у кого не останется ни малейшего сомнения. Все злодеяния в Беларуси творятся по приказу Лукашенко и с его ведома. Карпенков прямо называет основную задачу милиции. Нет, это не защита народа, а защита Лукашенко и его семьи, защита депутатов и других лиц, управляющих государством. Еще мы слышим, что силовикам страшно, и этот страх гонит их вперед. Они боятся люстрации, боятся наказания за свои преступления. И чтобы отложить этот момент, они готовы на любую гнусность. За отказ от совести Карпенков от имени Лукашенко сулит подчиненным медали и ордена. Губопик, ОМОН и другие подразделения, верные Лукашенко, это на самом деле террористические организации. Мы сделаем все возможное, чтобы таковыми их официально признали на международном уровне. Фактов того, что они не спасают страну, а лишь удерживают на троне своего патрона, наперекор воле большинства, с каждым днем становится все больше. Все вышесказанное возвращает нас, белорусов, и все человечество к тому, что в Беларуси устанавливается фашистский режим. Мы передадим эту аудиозапись в Совбез ООН, Совет ЕС, в ОБСЕ, Совет Европы, отдельно официальным властям России и США. Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим. Мы еще раз обращаемся к международным институтам о важности создания Международного уголовного трибунала по Беларуси. Разве мы имеем право мириться с преступным военным режимом в нашей стране, с тем, что в нашей любимой Беларуси появятся концентрационные лагеря? В наших руках будущее нашей страны, наших детей. Мы должны защитить себя. Мы народ, мы никогда не будем рабами.